Май 2026 года определенно показался странным месяцем для фанатов Текука. Честно говоря, я даже не планировала снимать это видео. Но после последних нескольких недель, наполненных обрывками моментов, небольшими взаимодействиями, взглядами и новыми теориями, постоянно появляющимися в TikTok и в сообществе AOI, я никак не могу перестать связывать их все воедино. И чем больше я пытаюсь это скрыть, тем сложнее не думать, что в этом году в отношениях Тэхёна и Чингука что-то изменилось. Потому что, если подумать, с тех пор, как они закончили военную службу и снова начали появляться вместе на мероприятиях BTS, их энергетика определенно изменилась. Не в худшую сторону, совсем наоборот. Они кажутся более уверенными в себе, более непринужденными. И, как ни странно, скрыть их химию стало гораздо сложнее, чем в предыдущие годы. Это заставило многих людей пересмотреть старые моменты с участием Текука, которые стали вирусными в то время и теперь кажутся более понятными в свете 2026 года. Один из самых часто обсуждаемых, конечно же, легендарный концерт Хосака в отеле Лос-Анджелеса во время эры Permission to Dance. Потому что после всего, что произошло сейчас, многие AOI начинают понимать, что их взаимодействие тогда было слишком личным, чтобы быть совпадением. Чингук первым зашел в комнату Хобби, ведя себя очень непринужденно. Он сразу же начал говорить о еде Хосака и сказал, что только что ел то же самое. Затем, через несколько минут после того, как Чингук ушел, вошел Тэхён и сказал почти то же самое. И по сей день мне кажется, что манера Тэхёна говорить в тот вечер невероятно подозрительна. Особенно, когда он затронул тему взрослого разговора, который у них только что состоялся с Чингуком. То, как он уклонялся от ответов, смеялся про себя, а затем улыбался, пытаясь сменить тему, действительно создавало впечатление человека, который вот-вот случайно проболтается. И, честно говоря, глядя на то, как они ведут себя сейчас, в 2026 году, тот момент ощущается совсем иначе, чем тогда, когда это произошло впервые. Особенно сейчас, когда AOI начинают замечать их старые модели поведения. Как Тэкук часто случайно говорит слишком много во время прямых эфиров. Как они все, кажется, паникуют, когда кто-то из них проговаривается что-то слишком личное. И самое интересное, как другие участники часто, кажется, понимают, что они что-то пытаются скрыть. Как, например, тот прямой эфир 2019 года, когда Тэхён внезапно появился в трансляции Чингука и сказал, что они только что закончили тренировку вместе. Сначала все казалось нормальным, пока Тэхён случайно не выпалил, что смотрел прямую трансляцию Джина и Чимина, ужиная. Проблема была в том, если они тренировались вместе, то когда именно Тэхён сел есть, смотря прямую трансляцию. И по сей день выражение лица Джина, когда он пытался понять историю Тэхёна, остается одной из самых смешных и неловких реакций в истории прямых эфиров BTS. Чимин даже попытался сгладить ситуацию, но все только еще больше запуталось. Затем Чингук внезапно произнес слово «свидание». И в комнате воцарилась тишина. Честно говоря, это до сих пор один из самых необъяснимых моментов Текука. Потому что атмосферу изменило не только само слово, но и реакция всех после этого. Тэхён сразу же занервничал. Джин быстро сменил тему. А Чингук просто усмехнулся, как будто только что понял, что сказал. Что делает все это еще интереснее, так это то, как подобные моменты повторяются до сих пор. Даже в 2026 году AOI все еще находят бесчисленные маленькие взаимодействия, которые заставляют людей цепляться за теории о Текуке. От того, как Чингук автоматически ищет Тэхёна в толпе, до того, как Тэхён всегда быстрее всех реагирует на Чингука, до того, как они оба, кажется, чувствуют себя комфортно в личном пространстве друг друга. И да, нам также нужно обсудить все теории о совместном проживании, которые в последнее время снова всплыли на поверхность. Потому что после того, как старое видео, где Чингук сразу же понял, что у Тэхёна в холодильнике есть пиво, снова стало вирусным, люди начали сопоставлять свои хронологии.
Особенно потому, что некоторые из последних видео BTS демонстрируют те же закономерности, что и раньше, похожие наряды, похожее место, даже расписание, которое кажется слишком синхронизированным. Конечно, это все еще теории. Но, честно говоря, сам Тыкук мало что сделал, чтобы успокоить спекуляции. Потому что каждый раз, когда люди начинают успокаиваться, они снова делают что-то, что ввергает фандом в хаос. Как, например, закулисный момент Proof Life, который снова стал вирусным несколько недель назад. Короткое видео, загруженное одним из визажистов Бэнгтрон, показало, как Тэхён и Чингук танцуют вместе, держась за руки, за кулисами, не понимая, что их снимают. И именно потому, что это выглядело так естественно, многие посчитали этот момент гораздо более значимым, чем любой фан-сервис на сцене. Потому что на протяжении многих лет в отношениях Тыкука всегда оставалось одно неизменное: самые подозрительные моменты почти всегда происходят вне поля зрения официальных камер. И, возможно, именно поэтому, даже сейчас, в мае 2026 года, отношения Тэхёна и Чингука по-прежнему остаются одной из самых обсуждаемых тем в фандоме BTS. Дело не в том, что люди хотят навязывать теории. Дело в том, что их отношение друг к другу само по себе изменилось. И, честно говоря, мне кажется, что после службы в армии их отношения стали крепче. Они выглядят как два человека, которые многое пережили вместе и больше не слишком беспокоятся о том, чтобы скрывать свою близость. Это просто очень глубокая дружба. Или что-то большее. Ясно одно: Тыкук до сих пор не перестает давать фандому достаточно материала для теорий. И да, после обсуждения всего этого почти на протяжении всего видео, я, честно говоря, все еще чувствую, что у меня в голове полный бардак, потому что слишком много деталей постоянно переплетаются друг с другом. Чем больше я пытаюсь все это логически связать, тем больше других моментов внезапно всплывает в моей голове, и игнорировать эту теорию становится еще сложнее. Потому что, если подумать, отношения Тэхёна и Чингука всегда были такими с самого начала. Им никогда не нужно было делать ничего грандиозного, чтобы привлечь к себе внимание. Именно мелочи чаще всего сводят фанатов с ума. То, как они смотрят друг на друга в толпе, как они автоматически ищут друг друга, не осознавая этого, как меняются их выражения лиц, когда один из них начинает говорить слишком откровенно в прямом эфире, и как другие участники иногда, кажется, паникуют, когда ситуация становится слишком неловкой. И, возможно, именно это отличает Тыкука в глазах многих. Потому что их химия не кажется искусственной. Иногда она настолько естественна, что люди забывают, что на самом деле они перед миллионами зрителей. Но, конечно, как я всегда говорю, все в этом видео – это лишь личный анализ, теории и мнения фаната, который следит за их отношениями уже много лет. Мы никогда не знаем, что происходит за кулисами их личной жизни, и, возможно, многое должно оставаться личным делом Тэхёна и Чингука. Поэтому, какими бы безумными ни были теории, которые мы обсуждаем в фандоме, никогда не забывайте уважать их личные границы. Потому что в конце концов, самое важное – не доказывать, чья теория верна, а чья нет. Самое важное – видеть их счастливыми. Видеть, как они все еще смеются вместе после всего, что им пришлось пережить. Видеть, как они все еще поддерживают друг друга, как тайно, так и открыто, как это было на протяжении более 10 лет. И, возможно, именно поэтому их отношения кажутся многим такими особенными. Потому что в мире, который постоянно так быстро меняется, Тэхён и Чингук по-прежнему чувствуют себя друг для друга как дома. И, честно говоря, у меня еще слишком много клипов, теорий и других моментов, которые я не успел осветить в этом видео. Даже во время записи этого повествования некоторые клипы снова стали вирусными, и я подумала, ладно, нам действительно нужна вторая часть. Потому что чем дольше я их смотрела, тем больше мелочей становилось невозможно игнорировать. И кто знает, может быть, и есть моменты, которые я не заметила, и мы сможем обсудить их вместе в следующем видео. Спасибо также тем из вас, кто досмотрел до конца, потому что это видео действительно создано из всего теоретического хаоса, который зрел у меня в голове последние несколько недель. И хотя иногда мне казалось, что оно слишком длинное или слишком сумбурное, я рада, что так много людей все еще наслаждаются подобным анализом вместе.
Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вам нравится контент Текука, потому что это действительно помогает развитию канала и вдохновляет меня на создание будущих видео.